Всем привет, нихао конничева, это Нэнси. У этого видео есть несколько причин. Я фанатка Рео уже как 10 лет, и принимая во внимание то, что в этом ФД большую часть времени нужно развлекать себя самостоятельно, это довольно большой срок. Кроме того, я уже делала подобное видео 5 лет назад и получила много комментариев типа «Вау, ты помогла мне пошарить». Хихи, да я только с радостью. Тем временем прошлое видео порядком устарело, поэтому предлагаю вам сегодня актуализировать наши знания о реолке. Это видео должно было быть на английском, чтобы все в мире оценили, как сильно я прокачала его за эти 5 лет, но что-то не хочу пока. Я могу говорить на английском, и сейчас я активно учу японский, но хихоньки-хахоньки на другом языке это уже C2, а таким уровнем я, увы, не обладаю. By the way, I'm otaku too. Как говорится, за двумя пиндосами погонишься, ни одного руфана не поймаешь, так что сегодня поговорим на русском. Ну а если вы тот самый чел, который идет писать мой любимый коммент «Вау, я что, не один русскоязычный, кто знает Реал?» Да, бро, у нас есть фан-клуб в ТГ, подписывайся. Но учтите, что у нас там проскакивают жесткие шутки, иногда тупые, поэтому если это не совсем ваш формат, подумайте дважды. Короче, вообще, вроде как правильный Реол, но я говорю Реол уже очень много лет и не собираюсь за это извиняться. Мозги себе купи. Реол — японская певица, автор песен, рэпер и продюсер. Она родилась 9 ноября 1993 года. Ее настоящее имя неизвестно. И да, ее рост 147 сантиметров. Я постоянно вижу, как люди удивляются, когда узнают об этом. Реол также принимает участие в создании своих музыкальных клипов, живых выступлений и разработке мерча. どういうこと？横って何？検証しておこう。あ、検証しておこう。うん。 Few moments later. これだよ。これ。 Зачем он тебе? Не спрашивай, а покупай. Мы не ебем, что продаем. Но это охуенно. Музыкальный стиль Реол невозможно спутать ни с чем. Он дышит дерзостью, энергией и при этом поражает своей эстетической утонченностью. У меня есть что-то вроде языкового фетиша. Она досконально и с особым трепетом подбирает слова для своих песен, часто обращаясь к сложным и вышедшим из обихода канзи, поэтому всегда трудно понять, о чем именно ее музыка. Реол родилась в Мацумото, префектура Нагано. С детства она любила музыку, училась играть на разных инструментах, но никогда не планировала строить карьеру музыкантки. В детстве она проводила много времени с бабушкой, и так как та была очень религиозна, они вместе слушали буддийские сутры. Реол могла подпевать им уже в 2 года. Сама певица считает, что это очень помогло ей в будущем с развитием чувства ритма и музыкальной памяти. В школе она была участницей музыкального клуба, играла на трубе, затем начала петь. Сейчас она умеет играть на многих музыкальных инструментах, например, на трубе, гитаре, пианино и... Я, не знаю, как это называется. Знаю, что это на английском хармоника, но я не понимаю, какой конкретно перевод у этого слова на русский. Вот мелодика, там что-то в Википедии написано. Вот на этом вот она играет, Личная персональная просьба к этому человеку-оркестру. Риари-сан, моси коре митейру нара, барарайка де утено хитте кудасай. Извините, продолжаем. Мозги себе купи. В интервью Реол часто признавалась, что раньше невысокий рост вызывал у нее тревогу. Ее бесило, что все вокруг смотрят на нее сверху вниз, в буквальном смысле, будто она хуже их только из-за роста. Но она смогла превратить эту злость и комплекс неполноценности в топливо для сцены. Ее цель — доказать, что с маленьким ростом можно покорить огромную сцену. Когда Реол была подростком, ее отец ушел из жизни. Это было очень трудное время для нее. Это событие создало финансовые трудности для ее семьи, в которой остались Реол, ее младший брат и их мать. Реол иногда упоминала мать в интервью, отмечая, как трудно было говорить о своей мечте стать музыкантом дома после этой потери. Девушка признавалась, что в старшей школе собиралась стать госслужащей. Однако в сложный для себя жизненный период, когда она испытывала множество сложных эмоций, она выбрала пение как способ с ними справиться. Реол начала выкладывать каверы на Нико-Нико и YouTube. Она стала УТИТ. Это японский термин для певцов-любителей, которые выкладывают каверы в интернете. Так что Реол пела, много стримила и скрывала свое лицо. Анонимность была обычной практикой среди УТИТ. И офф-топ, мне кажется, что сейчас эти люди трансформировались в ютуберов. Реол также известна как автор нескольких популярных песен для Vocaloid, может быть, вы их знаете.
На том этапе Риэл познакомилась со многими начинающими авторами песен и музыкальными продюсерами, сотрудничая с многими из них. Довольно скоро Риэл начала работать с Гига Пи как композитором и Окику как создательницей видео. И их совместная работа действительно была успешной. Лично моя любимая история о песне Гигантику ТН, которая была первой песней, написанной Риэл как автором для вокалоид для Кагамини Лена. И песня очень интересна, потому что она... Дело в том, что когда Риэл подписывала авторство этой песни, ей еще не было 20 лет, и она использовала именную печать своей матери. Просто интересно, знает ли ее мама вообще, о чем тогда была эта песня. Много лет спустя Риэл сказала что-то вроде «Я всегда пишу песни, основываясь на собственном опыте». И я задавалась вопросом, что это был за опыт быть мальчиком-подростком с гигантским ОТНом. Но расслабьтесь. Правда в том, что это был опыт Гиги. Мозги себе купи. Так как теперь Риэл крутой автор песен, она переезжает в Токио. И вскоре с авторами, которых она узнала благодаря опыту на Нико Нико, 17 августа 2014 года, они выпускают альбом No Title в двух версиях. Плюс в исполнении вокалоид и минус в исполнении самой Риэл. Позже Риэл скажет, что песня No Title была первой, в которую она вложила свои личные переживания. В 2015 году Риэл выпускает альбом Гокусайшики, написанный с разными авторами. Но все песни стали более глубокими и не связанными с вокалоид, в отличие от предыдущих работ. В 2016 году Риэл, Гига и Окику создают юнит под названием REOL, объединив вокал и тексты Риэл с аранжировками Гиги и мультимедийным видео Окику. Риэл показывает свое лицо в клипе Give Me a Break Stop Now как знак того, что она выходит из роли УТТ, чтобы занять свое место на японской сцене. Звезда японской сцены уже не смотрит на... Это был клип, в котором я впервые показала свое лицо. Я знала, что были некоторые люди, которым было просто любопытно увидеть, как мое лицо выглядит. У меня не было цели выглядеть красивой или что-то вроде того. Я хотела отвлечь их внимание от того, красивая я или нет. Так что хотела создать что-то необычное и безумное. Что я и сделала. В недавнем интервью она вспоминает, что в то время ей наскучило быть УТТ, ведь она уже достигла вершин чартов Нико Нико. Она хотела большего. Юнит REOL просуществовал недолго. Выпустив альбом Endless EP в 2017 году, они распались из-за разногласий в группе. Но и Гига, и Окику иногда работают с Риэл даже сейчас, в 2026 году. До распада они втроем, кстати, успели съездить в Лондон и выступить там. И это до сих пор вспоминается в фандоме, потому что с тех пор в европейских странах Риэл больше не была. Риэл всегда уважительно отзывалась о времени, проведенном в юните, но недавно призналась, что ее немного раздражает, что юнит просуществовал всего около года, а она большую часть своей карьеры работала как сольная артистка. Но фанаты до сих пор помнят юнит как лучшее время. С 2017 по 2018 год Риэл берет перерыв. Насколько нам известно, хиатус был вынужденным из-за контракта с Toys Factory. Как только он закончился, Риэл выпустила EP Kyokoshu на лейбле Victor Entertainment. Также в 2018 году Риэл выпускает альбом Jiritsujo, который стал ее первым альбомом как сольной исполнительницы. Если что, у Риэл 4 первых альбома. Легенда. В 2018 году прошел большой тур Made in Faction, который затронул Японию, Китай и Корею. В марте 2019 года вышел EP Bunmei. Также в 2019 году Риэл стала первой японской сольной исполнительницей, достигшей 1 миллиона подписчиков на YouTube, и получила Gold Creator Award на YouTube Fan Fest Japan в том же году. В 2020 год выходит альбом Риэл Kinjita. Также в 2020 году выходит песня Dairokan, она же Six Sense, которая становится музыкальной темой для Boat Race 2020, самой популярной песни Риэл на данный момент. В 2021 году выходит одноименный альбом Dairokan. Кроме того, трек Бьяку из этого же альбома послужил заглавной темой для мобильной игры Alchemy Stars. На фоне глобальной пандемии Риэл адаптировалась, проведя свой первый концерт без зрителей. Риэл Japan Tour 2020 Great Order of Hamil Interlink, который транслировался в прямом эфире 16 августа на YouTube и собрал огромное количество зрителей.
Дело в том, что туры Риэл — это часть истории, которую она рассказывает с помощью своих песен. Без завершения тура невозможно было бы завершить определенный этап. Риэл предложила компании провести онлайн-концерт с пустым залом и чатом на заднем плане. Victor Entertainment разрешили ей это сделать, но заранее объявили это провальной затеей, которая принесет только убытки. Представляю их удивление, потому что благодаря суперчатам во время того концерта Риэл заработала около $130 тысяч и получила огромную поддержку фанатов. В июле 2020 года Риэл стала первой японской артисткой, попавшей на программу YouTube Artist on the Rise, что признавало ее растущую мировую популярность. На тот момент общее количество просмотров ее видео превышало 700 миллионов. В 2022 году мы получаем сингл Colored Disc, в который вошел трек Scorpion, ставший музыкальной темой Valorant, и звучал на открытии Riot Games One 2022 года. В мае 2022 года Риэл подписала контракт с Sony Music Japan. В этом же году она выпускает свой третий студийный альбом Black Box. Помимо этого, она выпускает сингл Kisaki, который становится эндингом для аниме Rurouni Kenshin. В поддержку этого альбома она отправляется в национальный тур Unbox, который захватывает многие японские города, причем в маленьких городах концерты поменьше, менее масштабные, в больших городах концерты обширные. Также в 2023 году Риэл получила премию города Мацумото за развитие культуры и искусства. Получила признание на родине, так сказать. В 2024 году вышел EP Hidden Blues. Это 4 трека, включая Re-Rescue, который стал опенингом к синему экзорцисту «За снегом», и Won't You Love It, который стал темой для рекламной кампании Макдональдс. Помимо этого, Риэл сделала в этом же году трек No Dazzle No Break для Honkai Star Rail. Особо примечательным моментом стал солд-аут на концерт в Nippon Budokan, который состоялся 17 августа 2024 года, был посвящен десятилетию карьеры Риэл, и, оценивая вместительность Nippon Budokan, можно сказать, что на концерте присутствовало 10 тысяч человек. Сет-лист охватывал основные аэры ее карьеры и включал новые аранжировки. Впоследствии это выступление было записано и выпущено как концертный альбом No Title in Nippon Budokan. На протяжении всей карьеры Риэл живые выступления прошли эволюцию, начиная с небольших клубов и сольных выступлений Риэл, заканчивая большими площадками, которые включали в себя сложную хореографию, гостевые коллаборации и мультимедийные элементы. В 2025 году этот рост продолжился на международной арене. Риэл выступала в США в качестве музыкального гостя на Sakura-Con в Сиэтле и аниме Бостон, затем на концерте в Гонконге, на котором я, кстати, была. И да, я буду говорить об этом в ближайшие 10 лет. Это было прекрасно. Ходите на концерт Риэл, если у вас есть такая возможность. Она очень круто выступает. Очень круто. На сольный концерт на Йокогама-арене 9 ноября была организована продажа билетов по всему миру, что подчеркнуло растущую глобальную популярность певицы. Концерт изначально назывался No Title, без названия, как дань уважения треку 11-летней давности уже получается на тот момент. Однако в ходе выступления Риэл объявила, что название концерта с этого момента Биджигаку, в честь будущего альбома, который впоследствии вышел в 2026 году. Она объяснила, что если концерт Nippon Budokan был ностальгическим и завершал ее 10-летний музыкальный путь, то концерт Йокогама-арены, в свою очередь, стал началом новой эры. Риэл закончила концерт фразой «В жизни не бывает бесов, и на этом концерте тоже его не будет», после чего остригла волосы и ушла со сцены. В 2026 году вышел новый альбом Биджигаку. Кстати, как он вам? Мне кажется, вообще очень имбовый, и там нет слабых треков абсолютно. Биджи Макуроку мне очень нравится. Вот. Мозги себе купи. Фух, ну, мы разобрались с музыкой, давайте поговорим о личности Риэл. Артистка говорит, что Риэл изначально была образом ее желаемой личности. Энергичная, остроумная, острая на язык и страстная. Это была просто роль, которую она играла во время записи. Но Риэл говорит, что с годами она стала больше походить на свою сценическую героиню. Риэл — это артистка, которая хочет, чтобы ее понимали через ее тексты и музыку, а не через личную жизнь. Поэтому она четко разделяет работу и личное. Но мы, конечно же, все равно все обсудим. Просто, не так же просто мы тут собрались. Риэл признавалась, что ей не так важно, какого пола ее партнер. Главное, чтобы человек был хороший. Это означает, что она пансексуальна, но Риэл предпочитает игнорировать любые ярлыки и названия. Однажды она сказала, что встречалась и с парнями, и с девушками, но это было давно.
На данный момент наиболее вероятной кажется история об их отношениях с Сохи, с которой они расстались, когда распался юнит. Эта информация не подтверждена, но считается каноном среди фанатов. Некоторые фанаты шиперят Реол и Лису после их интервью в 2024 году и коллаборации Dead Center в 2026. Сами решайте, что шиперить, но на этом канале разрешено поддерживать только Рианину. Что еще можно рассказать про Реол? Реол следит за своим здоровьем. Судя по историям, ест в основном японскую кухню. Также, судя по видео серии Naked, практически не употребляет алкоголь. Реол признавалась, что курила раньше, но бросила, чтобы позаботиться о своих голосовых связках. Но выступление с сигареткой на Installation Live, конечно, эпичное было. Реол давала подробное интервью Crunchyroll об аниме, которое она смотрит и любит. Я переводила, можете посмотреть. Ее любимое аниме — Детектив Конан, а любимый персонаж — Ай Хайбара. Если мы говорим об увлечениях, то известно, что Реол хороша в рисовании, любит пародировать голоса и звуки, и у нее отлично получается имитировать как высокие, так и низкие тембры. Но сама Реол недавно писала в X. План на этот год — найти себе другие хобби, помимо игры в 2048. У нее зависимость от этой игры последние несколько лет. Это было все, что я приготовила для вас сегодня. Реол действительно потрясающая, я надеюсь, что вы будете наслаждаться ее музыкой так же, как и я. Вместе со мной в паблике подписывайтесь. В следующий раз я вам поясню, почему Рианина канон. Пока-пока!